sayfası hala açık duruyor. Ve bunu telafi etmek biraz zor canım. Elbet gönlünü alacağım Dilan Hanım. Böyle severken de ne zormuş tavır yapmak. Kahve sıcak da olsa, soğuk da olsa kahvenin 40 yıl hakkı var diyecektim. Ne güzel dedin ama işte hatır hak edene olur. Bazen duyguları bir kenara bırakıp öyle devam etmek gerek. Aksine asıl güç duygularla yüzleşmektir. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Прежде всего, я хотел бы сообщить вам, мои уважаемые подписчики, что причина, по которой я поделился этим на 3 дня раньше, заключается в том, что изменилось время трансляции на канале. Новое время трансляции нашего сериала на 7 канале перенесено на 13,2 по турецкому времени. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Позволит ли Берен Дилану нанять Толгу? Какова будет цена его ревности к Барану Дилану? Удастся ли Дилану продвинуть Барана дальше? Смягчат ли романтические планы Барана сердце Дилана? Как долго Дилан сможет сохранять суровое отношение к Барану? Исправил ли Берен свою ошибку, как он сказал? Признается ли Берен, что завидует Дилану? Сможет ли Берен покорить сердце Дилана? Почему он ударит Тарика Акифа? Что будет делать Берфин, пока они сражаются? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Дилан простил Барана и этот конфликт закончился, чтобы мы могли стать свидетелями их прекрасных моментов, и если вы хотите, чтобы Берфин Акиф вышел из особняка и позволил любви победить, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь! Дилан решил не нанимать Толгу просто для того, чтобы беспорядки между ними прекратились и Мирана эта ситуация не затронула. Чтобы предотвратить эту ситуацию и доказать Дилану, что он не ревнует, Баран попросит его пойти к Толге и сказать, что он нанял его. Хотя Дилан принимает эту ситуацию, чтобы избежать любой неприятной ситуации перед Толгой, как только Толга уходит, он говорит Барану, что то, что я закрыла этот вопрос вот так, не означает, что ты закрыл страницу ревности, он возьмет ножницы и выйти из комнаты. Дилан, который выходит из комнаты прежде, чем Берен успевает что-либо сказать, просто присмотрит за ней и скажет вслух, что покорит ее сердце. Дилан будет ей завидовать и захочет заставить ее заплатить за такую ерунду, заставив его следовать за ней несколько дней. Что бы ни делал Берен, Дилан будет очень стараться не передать ему мяч. Потому что, хотя она на самом деле хочет обнять его и сказать, что любит его, она будет продолжать в том же духе, потому что хочет заставить Барана заплатить за то, что он сделал. Пока Берен делает романтические шаги и прилагает постоянные усилия, чтобы ласкать душу Дилана, Дилану становится трудно оставаться твердым и серьезным. Как только Берен подумает, что завоевал твое сердце, Дилан поступит иначе и покажет, что он не может завоевать твое сердце, и покажет, что это не так-то просто. Как я уже говорил, Берен попытает счастье во всем, от романтических танцев до кофе у костра, и ему удастся смягчить Дилан. Когда он все объяснит, Берен скажет, что он сделал все, что мог, и осознает свою ошибку, и попросит Дилана больше не затягивать эту обиду. Дилан тоже понял, что Берану очень жаль, но продолжал немного развлекаться. Однако после всех этих усилий она опустит паруса, скажет ему, что очень любит его, и обнимет его за шею. Берен с лихвой компенсирует свою ошибку, а также получит одобрение Дилана в этом вопросе. Потому что он подумает, что компенсирует тот факт, что нанял Толгабея, как хотел Дилан, и тоже несколько дней гонялся за ним. Когда Дилан просит его признаться, что он ревнует, но он все равно настаивает на этом вопросе, говоря, что точно не ревнует и что в господине Толге есть настроение, которое ему не нравится, и даже попросит его быть осторожным. Хотя Дилан думает, что говорит это из-за ревности, я немного согласен с Бараном в этом вопросе. Потому что внешность Толги, похоже, попала в сериал для очень коварных и злых планов. Надеюсь, Дилан прав, и господин Толга не попытается навредить их семье. Баран скажет, что не хочет больше говорить об этом вопросе, и попросит Дилана закрыть этот вопрос. А в ночи, которая продолжается танцами, они сблизятся, проведут приятную ночь и отпразднуют свое примирение.
Тарик и Акиф встретятся лицом к лицу, и Тарик попросит Берфина держаться подальше и ударить его. Когда Акиф скажет Берфину, что любит его, и скажет, что не может их разлучить, он захочет избить Акифа еще больше, так как боится, что тот раскроет плохие поступки, которые они уже совершили. Мы ожидаем, что Берфин побежит к Акифу, который упал на землю, когда увидела, что Тарик ударил его, и встанет позади Акифа, сказав ему, что любит его, и сказав, что она пойдет с ним, несмотря на вас. Если что-то пойдет не так и Акифу придется уйти, он, возможно, закроет эту страницу, почти никогда ее не открывая. Потому что эта ситуация теперь станет для Акифа предметом гордости. Как вы думаете, сможет ли Акиф узнать, что браслет принадлежит госпоже Хаджер? Будет ли Берен препятствовать частым встречам Дилана и Толги? Поймет ли Миран, что его родители помирились? Толга злой человек. Смогут ли госпожа Азади и господин Кудрет остановить обидные слова Хаджер, Ханем в адрес Гэжи Айхан и Акифа? Да, дорогие мои подписчики, буду рад, если вы поделитесь с нами своим мнением и мыслями по поводу этого эпизода в комментариях. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.